Всем привет, меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. В этом мастер-классе я покажу, как связать вот такую вот корзинку из полиэфирного шнура узором косые галочки. Вы научитесь красиво обвязывать фанерное дно, вязать этот узор, соединять этот узор бесшовным методом и обвязывать верх корзины соединительными столбиками. Для ее вязания нам нужен будет шнур. Я буду вязать из шнура карамель от пряжи Центр. На весь ассортимент этого магазина по промокоду BEHEAD скидка 5%. Шнур карамель 5 мм. Здесь в моточке 75 метров. Я буду вязать крючком 4 мм. Буду использовать готовое фанерное дно. Донышко у меня 15 сантиметров в диаметре. Если у вас нет готового дна, можно его связать. Вот по этой ссылке я показываю, как это сделать. Также нужны будут ножницы, игла для того, чтобы спрятать кончики, и текстильный клей для того, чтобы подклеить кончик. Давайте приступим к вязанию. Для начала нам нужно обвязать дно. Берем конец нити, немножечко оставляем, сантиметров 10, заводим крючок в отверстие, захватываем нить, и сейчас через все отверстия мы будем провязывать соединительные столбики. Заводим крючок в отверстие, захватываем рабочую нить, пропускаем в отверстие и пропускаем через петельку на крючке. Идем в следующее отверстие и делаем то же самое. И таким образом нам нужно дойти до конца, оставив одно отверстие нетронутым. Вот так, доходим вот до этого места. Одно отверстие мы оставляем пустым. Дальше рабочую нить откладываем. Теперь нам нужен будет вот этот вот хвостик. Заводим крючок в свободное отверстие. Теперь уже захватываем хвостик. Пропускаем его в петельку на крючке. Полностью его вытягиваем. Дальше заводим крючок под первую петельку вот таким вот образом. Вот так. Захватываем хвостик, вытягиваем. Теперь с изнанки заходим крючком вот сюда, в отверстие и в середину косички. Вот так. Снова захватываем хвостик и протягиваем его на изнанку. Здесь все немножечко подтянем. И вот так аккуратно у нас получилось с вами обвязать дно. Но это еще не все. Обвязка дна не закончена. Теперь будем провязывать столбики без накида. Так как шнур у меня тонкий, я буду провязывать в каждое отверстие по 2 столбика без накида. Буду их удваивать. Всего у меня здесь 32 отверстия. Когда я их удвою, у меня получится 64. Для этого узора нам нужно четное количество петель. Итак, беру рабочую нить. Этот хвостик мы сразу будем с вами ввязывать. Вот таким образом. Беру рабочую нить и крючком захожу вот сюда, в середину косички и в отверстие. Захватываю рабочую нить, вытягиваю на лицо, провязываю. В это же отверстие провязываю еще один столбик. Вот так. Иду дальше в следующее отверстие и в середину косички.
там ниточку, который у нас хвостик остался, ввязываю, захватываю рабочую нить, провязываю столбик без накида. И сюда же еще один столбик без накида. И таким образом мы с вами должны обвязать все дно. И вот у меня осталось последнее свободное отверстие. Я провязываю в него 2 столбика без накида. И нам осталось сделать соединение. Немножечко вытягиваем последнюю петельку. Здесь заходим под обе петли с изнанки на лицо. Петельку накидываем, выводим ее на изнанку, подтягиваем. Дальше идем под петельки, вот под эти две, вот таким образом. Накидываем на крючок петлю, которую мы вытянули, вот отсюда протянули. Захватываем рабочую нить и протягиваем через все эти петельки. Провязываем первую петлю. Все, дно мы с вами обвязали. Вот такая красивая обвязка получилась. И теперь можно переходить уже к вязанию стенок корзинки. Немножечко можно вот эти петельки загнуть уже вот сюда. И начинаем вязать основной узор. В эту же петельку, которую мы сейчас первую с вами провязали, провязываем еще один столбик без накида. Немножечко вытягиваем вот эту петлю. Вот так. Теперь одну петельку пропускаем, вот эту вот пропускаем, и в следующую вяжем 2 столбика без накида. 1 и 2. Снова пропускаем одну петельку, в следующую вяжем 2 столбика без накида. Один, 2. Пропускаем в следующую петлю 2 столбика без накида. Пропустили, в следующую провязываем 2 столбика без накида. И так далее. Провязываем полностью весь первый ряд. И вот здесь с вами встретимся. Я покажу, как мы будем ряд соединять. И вот я дошла до конца первого ряда. Осталось мне провязать последнюю петельку. Провязываю в нее 2 столбика без накида. И одна петелька у нас остается свободной. Сейчас мы будем соединять этот ряд. Снова вытягиваем петельку подлиннее. Дальше заводим крючок. Смотрите, у нас 1, 2. Вот сюда, во вторую галочку. И сзади крючок у нас тоже выходит под, то есть вот основание петли. Дальше еще идет перемычка. И здесь тоже как бы галочка. И вот крючок у нас должен выйти посередине этой галочки. Захватываем рабочую нить, вытягиваем вот сюда на лицо. Теперь заходим уже под основание петли, вот под 2 петельки вот эти вот. Захватываем длинную петельку, выводим ее на изнанку. Вот так. Теперь заводим крючок в эту петлю, во вторую, немножечко вытянем, захватываем рабочую нить и провязываем. Вот мы с вами провязали первую петельку.
Теперь в эту же петлю мы провязываем столбик без накида. Вот так. Дальше мы будем снова провязывать столбики без накида, пропуская одну петельку. Или чтобы еще легче найти то место, куда мы должны будем вставлять крючок, просто посмотрите вот на эти вот галочки. То есть у нас в каждой петельке как бы галочка из двух косичек, из двух тоже петелек. И вот во вторую петельку вот сюда мы будем каждый раз провязывать также по 2 столбика без накида. Вставляем крючок в серединку галочки, как мы обычно вяжем, например, узор в раскол. И с другой стороны тоже крючок выходит у нас между двух перемычек и под вот этой вот перемычкой под основанием петли. Захватываем рабочую нить, провязываем первый столбик. Сюда же провязываем второй столбик. Когда вяжете, не торопитесь, следите за постоянным натяжением рабочей нити. Очень красиво, когда все петельки одного размера. Если что-то вам не нравится, остановитесь, распустите и перевяжите. Не торопитесь. Когда провязываете петельки, рабочую нить вытягивайте на высоту вот этой петли. А когда провязываете уже столбик, вот эту петельку не вытягивайте. Вот вы ее вытащили и такой оставили. Можно даже ее пальчиком придерживать. Эту петлю мы вытягиваем на высоту петельки на крючке. Итак, вяжем второй ряд. То есть каждый раз, провязывая по 2 столбика без накида, во вторую галочку. Вот у нас 1, 2, во вторую галочку провязываем. Вот у нас уже такой красивый получается узор. Давайте сейчас довяжем второй ряд до конца и снова будем его вместе соединять. Вот я дошла до конца второго ряда. Осталось у меня провязать последнюю галочку вот сюда. Провязываю в нее 2 столбика без накида. Вот так. И мы будем снова с вами делать соединение. Вытягиваем эту петельку подлиннее. Заходим крючком во вторую галочку. Сзади тоже выходим правильно под перемычкой. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем петельку. Теперь заходим под основание первой петли. Захватываем нашу последнюю петельку вытянутую и вытягиваем ее на изнанку. Подтянем. Теперь заводим крючок в эту петельку, в петельку на изнанке и провязываем их. Вот так. Теперь сюда же мы провязываем еще один столбик без накида и вяжем третий ряд аналогично второму. По 2 столбика без накида, пропуская одну петельку. Я думаю, что вам уже все должно быть понятно. Узор красивый, но достаточно просто вяжется. Давайте мы сейчас с вами провяжем на нужную высоту корзинки. И потом уже встретимся. Будем заканчивать вязание. Будем вязать последний ряд, да, делать обвязку верхнего края корзинки. И уже я буду заканчивать мастер-класс.
Провязала все ряды. В общей сложности у меня получилось 10 рядов. И сейчас мне осталось закрыть последний ряд и обвязать верхний край корзинки. Итак, вот моя последняя петелька. Я ее снова вытягиваю. Здесь завожу крючок в галочку, вытягиваю петельку. Здесь мы сделаем немножечко по-другому. Снова заводим крючок под первую петельку провязанную, набрасываем нашу длинную петлю, выводим на изнанку. Но теперь вот эту петельку нам нужно положить вот таким образом, потому что мы сейчас будем, когда обвязывать верхний край, мы будем обвязывать соединительными столбиками, и наши петельки будут лежать тоже вот так вот параллельно верхнему краю. Мы заводим крючок в эту петлю и заводим вот сюда, вот под эту петельку. Набрасываем нашу длинную петельку, которую мы вытянули, захватываем рабочую нить и пропускаем через все эти петельки. Через первую пропустили, сюда и вот сюда вытянули. Теперь мы начинаем с вами заводить крючок под основание петли и провязывать соединительные столбики. То есть мы просто с вами захватываем рабочую нить и тут же ее провязываем через петлю на крючке. Старайтесь этот ряд особо не затягивать. Если у вас не стоит такой задачи, сделать корзинку пузатой. Если хотите, чтобы стенки были перпендикулярны дну, тогда этот ряд не затягивайте. Давайте провяжем сейчас по всей окружности корзинки и здесь встретимся. Провязала здесь последнюю петельку. У меня осталось совсем чуть-чуть шнура. Я отлично уложилась в один моточек. И сейчас я уже отрезаю нитку. Эту петельку вытягиваю. Теперь завожу крючок вот под эту петлю. Захватываю хвостик и протягиваю. Дальше здесь завожу крючок вот сюда и вот в эту вот петельку. Крючок у меня выходит посередине косички. Снова захватываю хвостик и вывожу его на изнанку. И таким образом мы с вами закрыли последний ряд. Теперь нам осталось спрятать кончик. Кончик я буду прятать с помощью иглы на изнанке. Буду пропускать его сквозь разные петельки в разных направлениях, чтобы было крепко. Старайтесь, чтобы у вас на изнанке тоже все было аккуратно. Прячьте хвостик таким образом, чтобы здесь тоже все было красиво. Вот можно пройти влево, я сейчас пройду. Теперь спущусь немножечко вниз. Вот так. И поверну вправо. Теперь кончик отрежу. Оставлю чуть-чуть, чтобы кончик торчал, потому что мне его нужно будет подклеить. Вот здесь вот он немножечко у меня остался. Теперь мне нужен будет текстильный клей. Я рекомендую все-таки использовать для этих целей клей
а не зажигалку, потому что особенно на светлых шнурах очень заметно след от зажигалки оплавленный. Я беру текстильный клей прям на иголку, немножечко на кончик. Вот таким образом. У меня клей Химлайн. И теперь я обмазываю клеем кончик, стараюсь его весь промазать. И аккуратно иголкой заправляю под петельку. Так, чтобы было незаметно, чтобы его не было видно. Вот так. Затем зажимаю и жду какое-то время, пока клей схватится, пока приклеится мой кончик. Все, наша корзиночка готова. Посмотрите, какой красивый получился узор. Шовчик с обратной стороны тоже очень аккуратный, практически незаметный, сливается с узором. После того, как кончик приклеится, я рекомендую корзинку отпарить, провести для нее ВТО, чтобы все наши петельки встали на место. Если вы будете это делать с помощью утюга с паром, пожалуйста, не прислоняйте утюг к шнуру. Если у вас отпариватель, то здесь все проще. Отпариваете с обеих сторон, придаете руками нужную форму, все поправляете и даете полностью высохнуть. Давайте посмотрим, какие у нас получились размеры. Я напомню, что дно у меня было диаметром 15 сантиметров. Провязала я узором 10 рядов. И по высоте у меня корзинка получилась 10 сантиметров. Диаметр самой корзинки 17 сантиметров. И на этом мой мастер-класс по корзинке косыми галочками окончен. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока-пока!